Друзья, у меня в гостях Амалия из Чечни, из Аргуна, преподаватель кулинарных классов. Мы приготовили и отсняли множество народных чеченских рецептов. А сейчас мы хотим попробовать приготовить блюдо по новому рецепту. То есть рецепт, который придумали мы с Амалией. И, Амалия, как же мы его назовем? Ну, судя по форме этого блюда, давайте назовем его чеченский штрудель, что ли. Бывает штрудель венский, бывает штрудель немецкий, который мне моя бабушка готовила. И сегодня мы впервые создаем, так сказать, рецепт чеченского штруделя. За основу мы взяли готовые элементы чеченской кухни. Ну и вот Амалия сейчас начнет готовить тесто. Чеченское тесто наиболее распространенное. Расскажите, пожалуйста, Амалия, что вы будете брать? Это тесто на кефире с содой, солью и мукой. И начинка. Для начинки мы взяли типичные чеченские продукты. Вот зеленый лук, вот чеснок. В Чечне без чеснока, наверное, кушать не садятся. Творог. Один из любимейших чеченских продуктов. Мы возьмем топленое масло, мы возьмем черный перец и чабрец. А вот здесь, друзья, у меня тыквенное пюре, которое осталось у нас после приготовления чеченских хингаш, которые мы готовили в прошлый раз. Если кто-то не посмотрел, то вот здесь в этом углу экрана можете найти ссылку на предыдущий рецепт, который мы готовили с Амалией. У нас будет два вида чеченского штруделя. Один из них с творогом, с луком, с чесночком. И я думаю, что это будет очень вкусно. В эту начинку, для того, чтобы связать творог, чеснок и лук воедино, я добавляю 3 яичных желтка. Много или мало мы потом оценим, когда попробуем. Вы тоже можете попробовать, а потом сказать, хорошо ли получилось. Это как бы наша импровизация сегодняшняя. Да. Все в первый раз. И мы просим подключиться других любителей чеченской кулинарии и тоже готовить это блюдо. И вносить свои изменения, если они будут уместны. Если вы скажете, что мы попробовали так, как вы приготовили, а потом приготовили немножко иначе, и нам показалось, что у нас вкуснее, то я обещаю, что мы проверим ваш вариант. Мы приготовим ваш вариант тоже и попробуем. Правильно, Амалия? Да. Итак, зеленый лук, 3 яйца. И я возьму, наверное, 3 зубчика чеснока. Думаю, что этого хватит. Да. Немного пикантности. Немного, достаточно. Слишком много не надо. Все равно за чеченским столом обязательно будет жижик галнаш, и там будет чесночный соус. Кто любит чеснок, поедят чеснок вдоволь. А с моим тестом все просто. Главное правило приготовления этого теста, это чтобы оно было такое мягкое. Я добавляю немного самой любимой чеченской приправы, это молотый чабрец. Я добавляю немного черного перца для пикантности. У меня тесто, обычно мы недавно делали хингаш, Сталик, вы помните, тогда мы тесто делали мягким, нам это было необходимо. А сейчас для штруделя то же самое делаем, только чуть потуже нужно замешивать, чтобы удобно было раскатать. Знаете, как раз я готовил, ну непонятно, хингал, такой вот, как в Дагестане готовят, или это назвать можно бешбармак. У меня под рукой был курт. Ну, люди, которые жили в Казахстане, в Узбекистане, Киргизии, Средней Азии, знают, что такое курт. Да. Это практически сушеное молоко, шарики такие, сушеного кислого молока. Да? И я попробовал натереть этот курт, насыпал его на тесто, и это оказалось удивительно вкусным. Удивительно вкусным. Вот рядом мясо, рядом лук, все как положено. Но именно курт придал тесту какой-то хороший вкус. Ваши чеченские блюда чепелш с творогом, который по вкусу все-таки очень похож на курт. Да. И тем более вот то, что у вас творог обычно в Чечне продается уже сразу соленым, внушает мне
что рулет с такой начинкой, с лучком, с яйцом, с чесночком, с чабрецом будет очень вкусно. Но не менее вкусным должен получиться и рулет с пюре из тыквы. У нас сейчас в одной мантышнице приготовится два блюда. И первое горячее блюдо, которым вот можно наесться, и блюдо, которое можно подать к бокалу чая. Только я хочу добавить хотя бы ложку-полторы сахара к пюре, чтобы эта начинка получилась немного даже слаще, чем ваша хинглиш. Амалия, у меня все готово. Да, у меня тоже, я замесила тесто, только оно должно чуть-чуть постоять, минут 20-30. 20-30 минут для того, чтобы тесто вызрело, чтобы в нем развилась клейковина. Во-первых, чтобы оно меньше рвалось. Тесто же все-таки не пресное, тесто на кислом молоке, на кефире. А во-вторых, чтобы произошла реакция между содой и кефиром, и чтобы в тесте образовались пузырьки углекислого газа. Итак, вот тесто готово, стол смазанный маслом и слегка смазали тесто маслом, чтобы не забивать тесто мукой слишком сильно. Ну давайте попробуем. Как, руками или все-таки скалкой? Думаю, руками. Для начала руками. Конечно, любой мастер прежде всего доверяет своим рукам. Красиво получается, хорошо растягивается тесто, машаллах. Основное внимание уделяем краям. Да. Именно края должны быть потоньше. Понимаете, это же будет рулет. Внутри даже где-то, если будет немного толстого теста, это будет вкусно. Но края должны быть обязательно тонкими. И тесто должно растянуться так, чтобы в него уместился весь творог. Вот, думаю, Я помогу вам? думаю, достаточно. Теперь нужно выложить нашу начинку. Ох. Ну, раскладываем. Я не знаю, только поместится ли весь творог у нас на это тесто или нет. Правильно ли мы рассчитали? Достаточно ли у нас на двоих опыта? Здесь начало рулета, здесь творога может быть и больше. То, что останется в центре рулета. А сюда, на этот край, который будет внешней частью рулета, ну, уже поменьше. Поплотнее укладываем его. В самый раз, по-моему, да? Как раз Начинка до получилась. последней ложечки поместилась начинка. Вот что значит опыт, сила, молодость и красота. Да? Ну все, можно сворачивать. Вот это я доверяю вашим рукам. Аккуратно и осторожно. Тесто все равно достаточно тонкое и довольно нежное. Но пока что все идет хорошо. Я принесу лист для мантышницы. Я думаю, что лист для мантышницы тоже необходимо смазать маслом, потому что иначе этот рулет просто прилипнет. Какой чудесный штрудель. Ох! Ну, давайте как-то в 4 руки попробуем взять его и переложить. Я помогу вам. Вот так снизу. Край. Так. Все. Очень красиво. Очень красиво. Посмотрите. Посмотрите. Ну, кто может сказать, что это не чеченский хамон, что это не чеченский штрудель? Видите, как лежит? Полумесяцем. Внутри зеленый. Ну что, попробуем с тыквой? Давайте. Только я считаю, что с тыквой рисковать не будем и с мукой тесто Так. раскатывать. Второй штрудель с тыквы мы решили раскатать на муке, на сухой как бы поверхности с мукой. Потому что начинка довольно жидкая. Да, Знаете, да. есть некоторая опасность, как бы она не вырвалась наружу. Но у нас есть возможность смазать рулет топленым маслом. Да. Немного. Изнутри. Для аромата. Для хорошего вкуса. Согласна. Кто сказал, что вода не имеет вкуса,
цвета и запаха. Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Как хорошо эта скалка у вас в руках лежит. Смотри. Смотрите внимательно. Здесь все слова лишние. Достаточно просто посмотреть, как работает мастер, и постараться запомнить эти движения. И постараться сделать так, чтобы и у вас тесто выглядело точно так же, раскатывалось точно так же. Видите, очень нежное движение, сильно не прижимает, Нет, лишь нельзя. слегка. И всегда контролирует, не прилипло ли тесто к доске снизу. Если где-то прилипло, ничего страшного, аккуратненько приподнять и туда подсыпать муки. Когда тесто прилипнет уже основательно, такой, знаете, большим таким пятном, ну тогда, конечно, будет проблема. А пока что все очень хорошо. Да, вы правильно подметили, что нужно не давить скалкой, а слегка вот так Когда раскатывать. оттягивать скалкой Да, тесто. Это тесто, оно, если сильно надавить, оно рваться будет и прилипать. Мне очень нравится смотреть на людей, у которых работа в руках спорится, у которых вот все получается красиво. Приятно, правда? Приятно посмотреть на такую работу. Ну как, смажем маслом? Да. Попробуем? Давайте. Давайте. Кисточкой, наверное. Кисточка, считаете, нужно? Хорошо, вот кисточка. Вот масло, пожалуйста. Смажьте столько, сколько вы считаете необходимым. Ну, Ну, я обналил немножко больше. Ну, чего уж так экономно, ладно. Масло аромат даст. Без масла, ну, бывает где-то у кому-то вкусно. Но ведь даже шоколад, чем больше в нем вот этого масла, которое свойственно бобам, тем он вкуснее. Очень красиво, замечательно выглядит. Самые края, я думаю, где-то 1 сантиметр не стоит смазывать. Да, Почему? да. Потому что там предстоит тесту слипнуться. Ну, необходимо будет залепить, понимаете? Нам вот такой большой вот рулет у нас получится. Ну и что? Всё, давайте еще давайте. раз я попробую распределить начинку по листу теста. Тыква. Вы полюбуйтесь, какая она красивая. Как будто бы икра какая-то. Как будто бы икра какой-то хорошей рыбы. По масляной поверхности, могу сказать, тыква плохо тянется. Она скользит по маслу, не размазывается. Поэтому, может быть, в следующий раз стоило бы каким-то другим образом внести масло в это блюдо. Да. Ну, мы же с вами первый раз как бы пробуем это, импровизация. Совершенно верно. Совершенно что- верно. Это первая попытка Да. создания нового чеченского национального блюда. Все, в принципе, все здесь соответствует чеченскому национальному вкусу. Вы понимаете, у каждой нации уже сформирован вкус к еде. И взять его резко переиначивать, переделывать, я думаю, что не самая хорошая идея. Мы используем те элементы чеченской кухни, которые уже присутствуют. Теперь нам осталось только сложить, понимаете, как кубики. Вот тесто это 1 кубик, такая начинка это другой кубик. Приготовление на пару это 3-й кубик, привнесенный в чеченскую кухню извне, от братских народов. Но мантышница в Чечне давным-давно известна, манты готовят, манты любят, и я думаю, что это блюдо приживется в Чечне. Теперь аккуратно заворачиваем наш штрудель. Рулетик такой. Он нежнее даже, чем из творога получился. Чудесно. Но я пошел за другой решеткой. Еще одну решетку необходимо
смазать поскорее маслом, для того, чтобы поставить варить наши рулеты. Чеченский штрудель. Чеченский штрудель с творогом, традиционный, и чеченский штрудель с тыквой, тоже вполне традиционный. Ну что, как мне вам помочь? Давайте с двух Все-таки сторон. вдвоем? Мгм, да. Хорошо. Ой, какое тесто нежное. Ой-ой-ой. О, я такого нежного теста никогда руками еще не трогал. Вот так посередке берите и перекладывайте. Все. Получилось. А она смелая. Я боюсь даже это тесто приподнимать, а она раз взяла, переложила. Смелая девушка, молодец. Все вроде бы. Ну, полюбуйтесь. Полюбуйтесь. Разве это не красота? Ну что ждать? Включаем газ как можно сильнее, и как только вода очень бурно закипит, ставим штрудели готовиться. Мне кажется, минут на 20-25. Мне тоже кажется, что за 20-25 минут будет готово. Лишь бы тесто приготовилось. По сути дела, ведь эту начинку можно и так есть, да? А тесто, я думаю, за 20-25 минут приготовится. Очень легко проверить. Вы не переключайтесь. Я покажу вам, как проверять, готово тесто в рулете или нет. Итак, засекаем время. 25 минут. И через 25 минут мы будем оценивать новое чеченское блюдо. Даже если нас ждут малейшие какие-то неудачи, не стоит расстраиваться. Это повод поработать еще. Повод поработать еще и в конце концов довести нашу идею до блестящего результата. Прошло 25 минут. Выключаем газ и снимаем решетки манты каскана. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Я обещал вас научить, как проверять, готовы ли изделия из теста в пароварке. Что манты, что любое другое тесто. Когда готовите в пароварке, в первую очередь после того, как открыли, нужно выгнать пар. Необходимо дать немного просохнуть тесту, чуть-чуть остыть и потрогать его руками. Если тесто не липнет к пальцам, значит все в порядке. Так, Амалия, держите лопаточки. Вот сюда, на это круглое блюдо, мы выложим штрюдель с тыквой. И это блюдо уже украшено пиалой с маслом. Потому что, может быть, кто-то захочет обмакнуть еще и в масло. Ну что ж, попробуем снять лопатками. Ну, аккуратненько, Да. осторожно. Перекладываем. Смотри, вот это тесто мы маслом смазывали, и оно целее осталось. А это немного треснуло, то, которое растягивали с мукой. Но оно у нас очень тонкое было. Да. Очень тонкое его раскатали. Вывод! В следующий раз делаем тесто немного потолще. Теперь, думаю, время пробовать. Давайте попробуем. Отрежьте маленькие кусочки, вот такие. Ну ладно, вот такие. Нет, вот такие. Вот такие. Отрежьте отсюда и отсюда. Чтобы попробовать, давайте. О, красота. Красота. И внутри красота. Иди сюда, покажи поближе, какая красота внутри. Ну, а этот желтенький с тыквой. Давайте сюда же. Чудесно. Просто превосходно. Очень аппетитно все выглядит. Итак, дорогие друзья, мы сегодня сделали первый шаг на пути создания нового чеченского блюда, которое называется штрудель по-чеченски. Сразу два варианта. Да. Думаю, у нас получилось неплохо для первого раза, но этот рецепт чуть-чуть доработать надо, мне кажется. Ну хорошо, вот у вас есть подруги, родственницы. Пожалуйста,
доработайте. А пока что я хотел бы сказать нашим зрителям, нашим подписчикам большое спасибо за просмотр, большое спасибо за добрые, теплые комментарии, особенно в адрес нашей гости, милой Амалии. Поэтому желаю вам успехов, крепкого здоровья, приезжайте на Кавказ. Ну а пока приятного вам аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса.
И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.